Друзья, всем привет! В 2011 году чеканить памятные 2 евро уже стало 16 стран, что на то время было еще одним рекордом. Начнем обзор монет 2011 года по дате выхода, и самой первой монетой была монета Германии. В Германии вышла 6-я монета серии «Федеральные земли Германии». Она посвящена земле Северный Рейн-Вестфалия, а изображен на монете Кёльнский собор, который уже попадал на памятные монеты 2 евро, в частности на монету Ватикана 2005 года. Кёльнский собор – это известный памятник мировой архитектуры. Его строительство началось еще в 1248 году и было закончено только в 1880 году. Тогда 157-метровый Кёльнский собор сразу стал самым высоким зданием мира, а сейчас в наше время это 3-я по высоте церковь мира. На монете под собором расположено название земли – Северный Рейн-Вестфалия. Справа инициалы художника, чуть выше знак монетного двора. Это важно, так как в Германии 5 монетных дворов. На внешнем кольце также имеется буква D, означает она страну, выпустившую монету – Deutschland, Германия. Тираж у монеты стандартный для Германии 30 миллионов штук, и ее сегодня все еще можно найти и купить по номиналу за 2 евро. Если не считать всеевропейских серий Римского договора и десятилетия экономического и валютного союза, то монета 2011 года – первая памятная монета 2 евро Нидерландов. В Нидерландах действует точно такой же закон, как в Люксембурге, по которому на монетах обязательно должен быть портрет правителя. Но на этой монете дизайн с портретом правителя очень успешно обыграли и соединили с основным мотивом. Дело в том, что данная монета посвящена 500-летию с года издания книги «Похвала глупости» Эразма Роттердамского. Эта книга до сих пор считается одним из основополагающих литературных творений эпохи Возрождения. Написана данная книга в сатирическом стиле, и на монете Эразм Роттердамский как будто бы пишет книгу «Похвала глупости» с портрета сегодняшней королевы Нидерландов. Также на монете есть подпись «Беатрикс, королева Нидерландов», год чекана, знак директора монетного двора и знак самого монетного двора в Утрехте. Тираж у монеты 4 миллиона штук, а ее стоимость на сегодня 4,5 евро. Монета Люксембурга называется 50 лет назначения великого герцога Жана титулом лейтенант-представитель. Назначила данным титулом герцога Жана герцогиня Шарлотта, которая является бабушкой герцога Анри Нассау, а герцог Жан – это отец Анри Нассау. Все 3 портрета подписаны и смотрят влево. Сверху надпись «Люксембург», год чекана, знак директора монетного двора и знак монетного двора в Утрехте, Нидерланды. По окружности есть микротекст. Это название страны на 3 языках – немецком, французском и люксембургском. Тираж у монеты 1 миллион 400 тысяч, ее стоимость на сегодня 4 евро. 15 февраля 1991 года в венгерском городе Вышеград была создана Вышеградская группа. Это союз центральноевропейских держав – Польши, Чехии, Словакии и Венгрии, который на момент подписания имел своей целью декларацию о стремлении к интеграции в европейские структуры. Сейчас все эти страны уже в Евросоюзе. В 2011 году в Словакии вышла монета, посвященная 20-летию создания Вышеградской группы. На монете изображены границы 4 стран и латинская буква V – Вышеградская группа. В букве также латинская цифра 4, обозначающая количество стран. Под странами год чеканки и подпись страны, выпустившей монету – Словакия. Рядом инициалы гравера и знак монетного двора. По окружности надписи на словацком и английском «Вышеградская группа». Внизу дата подписания. Тираж у монеты 1 миллион штук, стоит она 3 евро. В Бельгии вышла монета, посвященная столетию Международного женского дня. Да-да, того самого, который празднуется 8 марта. На монете изображены 2 женщины. Изала Ван Дист, первая бельгийская женщина-врач, и Мари Папилен, первая бельгийская женщина-юрист. Возле портретов есть подписи и символы профессий. Посох Асклепия для медицины и весы правосудия для юриспруденции. На заднем плане под портретами есть знак женского гендера, символ Венеры. Вверху буквы BE – Бельгия, знак директора монетного двора и знак бельгийского монетного двора. Внизу код чекана.
Тираж у монеты 5 миллионов штук, ее стоимость 3 евро. В Словении вышла монета, посвященная столетию с года рождения Франца Розмана. Это словенский партизан, боровшийся за свободу Словении в годы Второй мировой войны. Франц Розман является национальным героем Словении. На монете расположен стилизованный портрет Франца Розмана, на груди которого пятиконечная звезда. Надписи «Франц Розман», «Годы жизни 1911-1944», «Страна, выпустившая монету Словения» и «Год чекана». Тираж у монеты 1 миллион штук, ее стоимость на сегодня 3,5 евро. В Испании вышла вторая монета серии памятников ЮНЕСКО, находящихся на территории Испании. Монета посвящена Альгамбре. Это архитектурно-парковый ансамбль, расположенный в городе Гранада. Многие считают Альгамбру высшим достижением мавританского искусства в Западной Европе. На самой монете изображен львиный дворик в Альгамбре. Сверху знак мадридского монетного двора. Внизу название страны Испания и год чекана. Тираж у монеты 8 миллионов штук, стоит она 2 евро. В 2011 году Италия праздновала 150-летие своего объединения Рисорджимента. В честь этого события и была отчеканена монета. Центральную часть монеты занимают 3 итальянских флага. Каждый флаг символизирует 50-летний период, которые закончились в 1911, 1961 и 2011 годах соответственно. Все эти периоды символизируют связь между поколениями. По окружности монеты надпись «150 лет объединения Италии», даты 1861-2011, буквы RI, Республика Италия, знак римского монетного двора, инициалы гравера и первые 3 буквы его профессии на итальянском языке. Тираж у монеты 10 миллионов штук, стоит она на сегодня 2,5 евро. Друзья, это видео было почти готово и должно было выйти в конце февраля. Но 24 февраля мир навсегда изменился. Если кто не знал, я с Украины, и у меня в стране идет война. Это самое страшное слово – война. И в это слово трудно поверить в 2022 году, когда границы между государствами почти стерты, когда человечество развивается и каждое следующее поколение начинает жить лучше предыдущего, когда мы занимаемся работой, творчеством, любим друг друга, отдыхаем, строим планы на будущее. Все это Россия сейчас хочет отнять у Украины. Война – это когда люди из другого государства едут тебя убивать. Я повторю, а вы вдумайтесь. Люди из другого государства едут тебя убивать. Или запускают ракеты, чтобы уничтожить твой дом и твою жизнь, разрушить твою страну. Старый диктатор объявляет, что такой страны, как Украина, не должно быть, и ее нужно денацифицировать. По-простому убить всех, кто считает себя украинцами. Это самый настоящий геноцид в 21 столетии. В это время в самой России тотальная цензура, репрессии и пропаганда войны. Они нарисовали новые свастики и устроили новые зачистки. Они реставрируют гитлеровскую Германию в современной России. Россияне, промытые пропагандой, сами не замечают, как превратились в неонацистов, риторика которых – уничтожение украинского народа. Поэтому, друзья, если кто-то хочет помочь Украине, то в описании и по QR-коду ссылка на официальный счет Национального банка Украины. Также хочу сказать спасибо всем людям и всем западным странам, которые поддерживают Украину. Мы победим и обязательно отстроим все заново. Жаль, только погибших людей уже не вернуть. В Сан-Марино выпустили монету, посвященную 500-летию с года рождения Джорджо Вазари. Это знаменитый итальянский живописец, архитектор и писатель. Самая известная его книга – это жизнеописание прославленных живописцев, скульпторов и архитекторов, где Вазари собирал биографии художников эпохи Возрождения. По сути, эта книга породила целую науку искусствознания. На самой монете изображен фрагмент картины Вазари «Юдив и Олаферн». Это картина на библейскую тематику, которую тогда писали многие художники. На картине, как и на монете, иудейка Юдив заносит меч, чтобы обезглавить полководца Олаферна, который поработил ее народ. В полукруге на монете есть надписи «Джи Васари, Сан-Марино».
Внизу даты 1511-2011, знак римского монетного двора и инициалы художника. Тираж у монеты 130 тысяч штук, ее стоимость 35 евро. В 2011 году в Греции проходили специальные Олимпийские игры. Это Олимпийские игры для людей с умственными отклонениями. В специальных Олимпийских играх нет победителей, фиксации по национальной принадлежности и прочих атрибутов соревновательного спорта. Цель специальных Олимпийских игр – это адаптация людей с нарушениями интеллектуального развития. В 2011 году в честь специальных Олимпийских игр в Греции вышла монета, посвященная этому событию. На монете изображена эмблема специальных Олимпийских игр 2011 года в Афинах. По окружности надписи «13-е специальные Олимпийские игры Афины 2011» и название страны, выпустившей монету – Греция. Тираж у монеты 1 миллион штук, ее стоимость 3,5 евро. Во Франции, начиная с 1981 года, каждое летнее солнцестояние, а это 21 июня, празднуют День музыки. Особенностью этого праздника являются живые выступления профессионалов и аматоров на улицах городов. В 2011 году данному празднику исполнялось 30 лет, в честь чего во Франции выпустили памятную монету. На монете изображена веселая толпа с музыкальными инструментами и парящими в воздухе нотами. Надписи: 30-я годовщина, логотип фестиваля День музыки, дата 21 июня 2011 года, внизу буквы РФ, Республика Франция. Тираж у монеты 10 миллионов, а ее стоимость 2,5 евро. После самой дорогой монеты Евросоюза в Монако не чеканили памятные 2 евро целых 3 года. Но в 2011 году состоялась свадьба князя Монако Альбера II и Шарлин Уитсток. И в честь этого события в княжестве выпустили памятную монету. На монете изображены профили князя Альбера II и Шарлин Уитсток, смотрящие влево. Причем профиль Шарлин находится выше профиля князя Альбера II. По бокам знак монетного двора и знак гравера. Внизу надпись «Монако» и год 2011. Тираж у монеты довольно большой, как для монет Монако, 148 тысяч штук, и стоит она сравнительно недорого, как для монет Монако, 55 евро. В Португалии выпустили монету, посвященную 500-летию с года рождения Фернана Мендеша Пинто. Это знаменитый португальский мореплаватель и исследователь, который прославился благодаря книге «Паломничество», изданной посмертно. На монете изображено парусное судно, которое плывет по названиям стран, посещенных Пинто. Внизу надпись «Португалия», по бокам годы 1511-2011. Вверху надпись «Фернан Мендеш Пинто». Также тут есть знак монетного двора и знак гравера. Тираж у монеты 520 тысяч штук, ее стоимость 6,5 евро. И данная монета является самой дорогой среди португальских памятных 2 евро. В Финляндии вышла монета, посвященная 200-летию Банку Финляндии. На монете изображен национальный символ лебедь-кликун. Годы 2011 и 1811, буквы FI Финляндия и знак финского монетного двора. Тираж у монеты 1,5 миллиона штук, ее стоимость на сегодня 3,5 евро. В 2005 году Ватикан выпускал монету, посвященную Дню молодежи, которую мы уже вскользь упомянули в этом выпуске в обзоре немецкой монеты про Кёльнский собор. Так вот, в 2011 году Ватикан вновь выпустил монету, посвященную 26-му Всемирному Дню молодежи в Мадриде. Центральную часть монеты занимают молодые люди с флагами Ватикана и Испании, а также с короной. В полукруге вверху надпись аббревиатура «26-й Всемирный день молодежи». Внизу город Ватикан, знак римского монетного двора и инициалы гравера. Тираж у монеты 115 тысяч штук, ее стоимость 38 евро. Если не считать серии десятилетия экономического и валютного союза, то в 2011 году в Мальте вышла первая памятная монета 2 евро. И в Мальте, как в Германии или Испании, тоже решили сделать серию монет, которая посвящена конституционной истории Мальты.
Первая из 5 монет серии посвящена первым выборам представителей в 1849 году. Данное событие изобразили в виде руки, кидающей бюллетень в урну. В полукруге надписи «Мальта. Первые выборы представителей. 1849 год». Внизу код чеканки 2011. Тираж данной монеты 430 тысяч штук, а ее стоимость 7 евро. Вся стоимость коллекции памятных евромонет 2011 года составляет 175,5 евро. На этом все. Следите за будущими выпусками и не упустите свою дорогую монету.